ЦКЗ обеспокоен распространением обезьяньей оспы, поэтому, естественно, они решили выпустить очень странное руководство о том, как заниматься безопасным сексом, если у вас обезьянья оспа. Безопасный секс в эпоху обезьяньей оспы, потому что администрация занимается действительно важными вопросами. У нас есть их рекомендации. Нечто, называемое обезьяньей оспой, по-видимому, распространяется по всей стране. Сегодня вечером были новые случаи заражения в Миссури, Нью-Джерси и Вашингтоне. Вы думаете, что ЦКЗ, Центр по контролю и профилактике заболеваний, возможно, захочет остановить распространение обезьяньей оспы? Но нет. Настоящая проблема с обезьяньей оспой заключается в том, что люди стесняются болеть обезьяньей оспой. Мы должны бороться не с болезнью, а со стигматизацией. Джейсон Рэнс, наш человек на Тихоокеанском северо-западе. Сейчас он присоединяется к нам, чтобы рассказать о планах ЦКЗ по борьбе с обезьяньей оспой. Привет, Джейсон. Привет, Такер. Похоже, что ЦГЗ занимается консультированием по вопросам секса. У них есть новое руководство о том, как предохраняться, если ты заражен обезьяньей оспой. Потому что зачем позволять открытым язвам или покрытым коркой струпьям мешать хорошо проводить время? Итак, это двухстраничный документ с рекомендациями, и он начинается со слов: «Эй, если вы можете променять физический секс на виртуальный, просто сделайте это». Очевидно, они говорят о позировании и мастурбации перед веб-камерой. Но если вы должны быть в комнате с этим человеком, они рекомендуют вам практиковать любовь к себе с партнером на расстоянии 6 футов от вас. Так вот, ЦГЗ на полном серьезе говорит, что вам следует отказаться от поцелуев, но вы должны чувствовать себя раскованно, используя специальный реквизит, если необходимо. Просто убедитесь, что вы моете свои игрушки после каждого акта. Но если вам абсолютно необходим физический контакт, ЦГЗ рекомендует вам заниматься сексом в одежде или, по крайней мере, прикрывать сыпь, язвы или струпья. Как вам такое представление о романтике? Проблема заключается в том, что струпья, сыпь и все такое часто возникают именно на гениталиях людей. Итак, совет явно странный. Здесь важно понимать, что руководство ЦГЗ не направлено на предотвращение распространения обезьяньей оспы, речь идет только о предотвращении стигматизации. Вы должны чувствовать себя комфортно, занимаясь сексом, хотя именно так сейчас распространяется обезьянья оспа. Это вполне логично. Похоже, что смерти от фентанила – это не проблема. Дело в том, что людям стыдно умирать от фентанила. Похоже, что эти люди совершенно извращенные. Джейсон, вы рассказали нам столько извращений, и я ценю это. Спасибо вам. Спасибо, Такер.